Приветствую всех на моем канале, меня зовут Ирина, и сегодня мы вяжем шапку Бини крючком. Это шапка среднего уровня сложности, но при желании с вязанием справится любой желающий. Эта модель шапки подойдет как на сезон зима, так и на весну-осень. Серую шапку с помпоном я вязала в 2 нити мохера, за счет чего шапочка получилась пушистой и теплой. А вот белую шапку я вязала в 1 нить пряжей белый леопард, и она подойдет на весну-осень. Вязание не привязано к какой-то определенной пряже. Вы можете выбрать любую, и у вас получится отличный результат. Итак, давайте приступать. Для того, чтобы связать такую шапочку, нам потребуется абсолютно любая пряжа. Тут мы не привязаны к какой-то определенной пряже, определенной марки, определенной толщины. Вы можете взять абсолютно любую пряжу, теплую, которая по вашему разумению подойдет для вязания шапочки. Эту шапочку я вязала из мохера. Я брала мохер Ализе в 2 нити. Вязала в 2 нити крючком номер 6. Сейчас я буду вязать из вот такой пряжи белый леопард. Она не пушистая, не сильно пушистая, и мне из нее будет вам проще показывать и проще для понимания вам будет. Здесь состав у нее, как вы видите, мохер, австралийский кашемир и всего 10% акрила. То есть пряжа она достаточно теплая. И 100 грамм 180 метров. Я буду использовать крючок номер 5, и производитель рекомендует использовать также 4 либо 5 спиц, ну и соответственно я выбрала крючок номер 5. Для того, чтобы начать вязать, нам потребуется с вами листочек бумаги, куда мы будем записывать, метровая лента, вот у меня такая, ножницы, 1 маркер нам потребуется, крючок номер 5 и калькулятор, чтобы сделать расчет. Чтобы приступить к вязанию, нам нужно обязательно провязать образец. У меня вот была такая пряжа, это опять же тоже белый леопард, и я провязывала вот такой образец столбиками с 1 накидом. То есть нам нужно взять пряжу, из которой вы будете вязать, и провязать буквально 3-4 ряда столбиками с 1 накидом. Провяжите, допустим, 10 столбиков, и мы с вами начнем делать измерения. Допустим, мы вот в серединке, чтобы лучше видеть, я, допустим, возьму 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Вот измерю эти 5 столбиков, ширину, сколько у меня в 5 петлях сантиметрах, и запишу на листочек. Итак, я беру метровую ленту и измеряю. И у меня получается в 5 петлях, то есть в 5 столбиках 3,5 сантиметра. И я записываю на листочек 5 петель 3,5 сантиметра. И далее мы с вами берем и измеряем свой обхват головы. Я думаю, каждый из вас знает, у кого какой обхват головы. Допустим, я буду вязать шапку на размер 56 сантиметров. Сколько мне нужно петель? Здесь мы все знаем, как считать. Мы 5 умножаем на 56 сантиметров и делим на 3,5. Получается 80. Я записываю себе 80 петель. И начинаем вязать. Вот с такой петли мы делаем петлю амигуруми, то есть мы ниточку вот так на руку кладем, рабочая нить вот у нас, здесь у нас кончик, вводим крючок вот как бы в этот круг, подхватываем рабочую ниточку через круг и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Они у нас будут считаться за первый столбик с накидом. Далее в этот круг провязываем еще 9 столбиков с накидом. То есть у нас всего должно получиться 10. 10-й это вот эти 3 воздушные петли.
И провязываем сюда 9 столбиков с одним накидом. Я довязала 10-й столбик, немножко петельку оттянула. И вот теперь в нашем этом колечке я беру начальную ниточку и затягиваю ее. Затянула, и вот у нас получилось вот такое колечко. Теперь мы соединяем это в круг. Находим, вот мы провязывали 3 воздушные петельки. Вот они, первая, вторая, третья. И в третью петлю мы провязываем соединительную петельку. Вот так. И соединили в круг. Это наш первый круг. Начинаем вязать второй ряд. И во втором ряду мы будем делать прибавку в каждую петлю. То есть первый ряд у нас 10 петель. Я буду записывать, чтобы вы видели. Первый ряд 10 петель. Второй ряд мы удваиваем. У нас получается 20 петель. Третий ряд мы провяжем 30 петель. Четвертый ряд у нас будет 40 петель. И так мы провязываем столько рядов, сколько у вас получилось, сколько необходимо провязать петель на ваш обхват головы. То есть, соответственно, сколько у вас петель, столько мы провязываем рядов. Смотрите, если у вас получилось, допустим, здесь какое-то нечетное количество, я вам в дальнейшем покажу и расскажу, как мы будем вязать. Итак, мы первый ряд провязали 10 петель. Теперь провязываю 3 воздушные петельки на подъем. Первая, вторая, третья петля. И в эту же петлю, вот видите, смотрите, мы провязали вот 3 воздушные петли. И отсюда, из этих 3 воздушных петель, мы также на следующий ряд 3 воздушные петли провязали. Теперь делаем накид на крючок и провязываем рельефный лицевой столбик за столбик предыдущего ряда. То есть вот за этот же столбик, где вот 3 воздушные петли мы вязали, мы вводим крючок, подхватываем вот эту нашу цепочку из 3 воздушных петель, подхватываем рабочую нить и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Провязали. То есть мы сейчас в одну петлю ее удвоили, провязали, получается 2 столбика. Далее в следующий столбик, вот он у нас, точно так же вяжем. Удваиваем. Сначала провязываем обычный столбик с накидом. Далее провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Подхватываем вот этот столбик, подхватили рабочую нить и провязываем. Вот у нас провязали уже 4 столбика, соответственно 2 столбика предыдущего ряда. Следующий вяжем точно так же. Следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. И за столбик предыдущего ряда провязываем лицевой рельефный столбик. В следующую петельку опять провязываем столбик с одним накидом. И в эту же петлю, получается, не в эту петлю, а вот этот же столбик мы подхватываем, сделаем накид на крючок, подхватываем этот столбик, рабочую нить и провязываем рельефный лицевой столбик.
Вот так у нас получается. И у нас должна получаться вот такая вот макушка у нас будет с вами. Макушка вот такая, которая будет переходить уже на основной узор. Поэтому довязываем до конца. Когда мы провязали последний столбик, соединяем соединительной петелькой в третью петлю подъема. Ввели крючок в третью петельку подъема и протягиваем рабочую ниточку. Вот так у нас получилось. Третий ряд у нас должно получиться 30 петель. И я сейчас буду рисовать, как мы будем делать прибавки. Третий ряд мы будем вязать таким образом. У нас должно получиться прибавка будет идти во второй петле. Столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. Четвертый ряд, третий ряд 30 петель. Четвертый ряд у нас будет идти прибавка вот так вот в третью петлю. Здесь у нас во вторую петлю, в четвертом ряде у нас будет прибавка на четвертую петлю. Здесь у нас 40 петель. Пятый ряд, соответственно, у нас прибавка будет идти в четвертую петлю. Здесь у нас будет 50 петель. Шестой ряд прибавка в пятую петлю, 60 петель. И седьмой ряд в шестую петлю. И, соответственно, вот так у нас идет на увеличение. В седьмую петлю. И вот так вот у нас будут делаться прибавки. И сейчас мы с вами это все начнем вязать. Итак, мы провязали 2 ряда, и сейчас мы начинаем вязать третий ряд, где у нас должно быть прибавка. Мы должны в одну петлю провязать 2 столбика. Итак, мы провязываем 3 воздушные петельки подъема. И в эту же петлю мы провязываем еще 1 столбик с накидом. Делаем накид на крючок и в эту же петлю провязываем столбик с накидом. Далее у нас идет вот он рельефный лицевой столбик. Его мы так и провязываем. Делаем накид на крючок, вводим крючок под столбик и провязываем рельефный лицевой. Провязали. Теперь смотрите, так как мы должны делать прибавку в каждую вторую петлю, в одну петлю провязывать 2 столбика. Я вам покажу, как это можно сделать более аккуратно. Вот смотрите, мы провязали рельефный лицевой, и дальше у нас идет вот столбик, вот он столбик, вот он. И рельефный лицевой. Получается, мы должны сюда провязать 2 столбика и рельефный лицевой. Но смотрите, как можно еще провязать. Вот мы провязали вот этот только что столбик. И если мы его немножечко вот так отодвинем, у нас вот она, здесь петелька образуется. И мы начинаем вязать сюда, в эту петельку провязываем 1 столбик с накидом. В следующую петлю провязываем 1 столбик с накидом. Вот уже 2 мы провязали. А третий провязываем рельефный лицевой. Тем самым мы получили свои вот 1, 2, 3. 3 петли мы получили. Там, где мы провязали рельефный лицевой, мы в эту же, можно сказать, петлю, мы немножко его отодвинули, провязали сюда же, в эту же петлю столбик с 1 накидом. Вот и тогда оно будет смотреться, вот эта наша прибавочка, очень аккуратно. Теперь опять делаем накид на крючок, немножко отодвигаем предыдущий рельефный лицевой и в эту петельку провязываем столбик с 1 накидом. Первый,
второй в следующую петлю, провязали. И вот у нас, вот он, рельефный лицевой предыдущего ряда. Мы под него вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. Опять накид на крючок, отодвинули столбик, в эту петельку провязываем столбик с одним накидом, в следующую петлю столбик с одним накидом и провязываем вот так вот рельефный лицевой столбик. Вот так у нас получается красиво. Отодвигаем. И так мы довязываем до конца. Это у нас третий ряд. Я провязала последний столбик, и ряд мы закрываем также в третью петельку подъема. Соединили. Третий ряд мы провязали, и смотрим, в следующем ряде у нас должно получиться 40 петель. Ряд мы начинаем также с 3 воздушных петелек подъема, и в эту же петлю провязываем столбик с одним накидом. То есть у нас от одного рельефного столбика до другого рельефного столбика должно быть 4 петли. 1, 2, 3, 4. То есть 4 столбика. Вот я 2 провязала. Третий я провязываю в следующую петлю. И 4-й столбик у меня рельефный лицевой. Ввожу крючок и провязываю рельефный лицевой столбик. Теперь опять я отодвигаю немножечко этот рельефный лицевой и провязываю за него первый столбик, второй в следующую петлю, третий столбик в следующую петлю и 4-й столбик у меня лицевой, рельефный лицевой. Отодвинула первый, провязываю столбик с одним накидом, в следующую петлю второй столбик с одним накидом, в следующую петлю третий столбик с одним накидом и далее рельефный лицевой столбик. Вот так у нас получается, у нас пошло расширение. Это мы потом все затянем, у нас будет все красиво. Поэтому так мы провязываем до конца и соединяем в третью воздушную петельку подъема. Подхожу к концу ряда, провязываю третий столбик с накидом. И последний столбик у нас в конце каждого ряда будет рельефный лицевой. Провязали и соединяем в третью воздушную петельку подъема, соединительную петлю. Вот, 4-й ряд мы провязали. Далее точно так же мы вяжем 5-й ряд. То есть у нас прибавки будут то есть у нас от одного рельефного столбика до другого рельефного столбика у нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. 5-й у нас будет рельефный лицевой. Итак, провязываем 3 воздушные петли на подъем. Далее вяжем, это первый у нас будет столбик. Далее вяжем в эту же петлю второй. В следующую петлю вяжем третий столбик с одним накидом. 4-й столбик с одним накидом в следующую петлю. И 5-й столбик у нас рельефный лицевой. Провязали, опять отодвинули немножечко и в эту петлю вяжем первый столбик, второй столбик в следующую петлю, третий столбик, в следующую петлю 4-й и 5-й у нас рельефный лицевой. Вот так получается. Вот так мы провязываем 5-й ряд. Не забываем, что последний столбик у нас всегда рельефный получается. И соединяем в третью воздушную петельку подъема.
Я провязала 5-й ряд, соединила в 3-ю воздушную петельку подъема, и теперь мы начинаем вязать 6-й ряд. В 6-м ряду от одного рельефного столбика до другого у нас должно быть 6 столбиков с одним накидом. 6-й столбик у нас это будет рельефный. Провязываем 3 воздушные петельки на подъем нового ряда и начинаем провязывать. Это у нас был 1-й столбик, 2-й, 3-й, вяжем в каждую петельку, 4-й, 5-й столбик и 6-й столбик у нас вот он. Вот они, наши лицевые рельефные столбики. Ввели под столбик крючок, протянули и провязали столбик с одним накидом. Вот так. Провязываем ряд до конца. От одного столбика рельефного до другого у нас, помним, что получается 6 столбиков с одним накидом, 6-й рельефный. Я провязала 6 рядов и перехожу на 7-й ряд. В 7-м ряде у нас от одного рельефного столбика до другого должно быть 7 петель. 7-й столбик у нас будет рельефным. Мы точно так же набираем 3 воздушные петли на подъем и начинаем провязывать столбики с одним накидом. Вот это у меня 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й. Это у нас рельефный столбик. И опять вяжем точно так же, как мы вязали все ряды. То есть от одного рельефного столбика до другого 7 столбиков, 7-й рельефный. Провязываем этот ряд до конца. И далее я буду показывать, как мы будем вязать следующий ряд и что делать, если у вас здесь получилось, например, 76 или 78 петель. Поэтому давайте этот ряд довяжем и перейдем далее к вязанию. И вот я провязала 7-й ряд, и теперь давайте посмотрим, как нам вязать дальше. Вот так у нас получается, и с изнаночной стороны вот такой у нас вид. И вот смотрите, допустим, вы посчитали на свой размер головы по своей плотности вязания, и у вас, допустим, получилось неровное количество петель. Допустим, у вас получилось 76 петель. Ну, к примеру, у вас получилось 76 петель. А мы прибавляем по 10. Значит, мы должны будем, когда мы начнем делать прибавку, вот, допустим, нам нужно добавить всего 6 петель. Мы будем добавлять не в каждой вот между рельефными столбиками по одному столбику, а будем чередовать и добавим 6 петель. И какой основной момент здесь, когда мы будем переходить вот от донышка, вот у нас вот такое донышко мы провяжем, и далее мы будем переходить уже на вот основной узор наш, вот эти вот ромбики. И основной узор у нас здесь будет кратен 4, то есть 2-й узор у нас кратен 4 петлям. То есть мы должны посмотреть, какое количество петель у нас получилось при расчете и подвести под кратность 4. Допустим, у вас получилось 76 петель. И если мы посчитаем, 76 разделить на 4, у нас вот как раз получается ровное количество, 19 раппортов у нас получится. Нам ничего не нужно убавлять. Если бы у нас получилось 77, мы разделили его на 4, у нас получается 19,25. То есть тут вы должны будете сами определить, округлять вам в меньшую сторону, либо округлять в большую сторону. Итак, мы сейчас будем с вами вязать следующий ряд. Кто вяжет из более тонких нитей, у вас получится большее количество рядов. Кто, допустим, вяжет так же, как вот я вязала из мохера, допустим, в 2 нити, у вас, может быть, получится под вашу плотность вязания 6 либо 7 рядов. Так как я мохеровую шапку вязала крючком номер 6, то, соответственно, там чуть меньше рядов.
Итак, сейчас я, допустим, буду вязать 76 петель, не 80, а 76, чтобы вам показать, как распределить эти петли. Итак, если я полностью сделаю прибавку, вот как мы вязали по схеме, то у меня получится 80 петель, а мне нужно провязать 76. У нас вот этих вот раппортов вот получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, в 4 из них я не буду делать прибавку, а в 6 я провяжу, как вот мы вязали по схеме. Итак, вот я провязываю 3 воздушные петли на подъем. И в этом первом раппорте я провяжу его, как обычно мы вязали. Это первый столбик, у меня 3 воздушные петли на подъем, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик и 8 у меня получается рельефный. Я для себя галочку поставлю, что вот у меня уже одна петля добавлена. То есть точно так же, как я вязала по схеме, я поставила галочку, потому что мне нужно добавить 6 петель. Я добавила одну петлю. Далее следующий вот этот раппорт, здесь я не буду прибавлять петлю. И так как вот все предыдущие ряды мы немножечко рельефный столбик отодвигали и провязывали в эту петлю, то теперь я петлю сюда вязать не буду, и тем самым я уберу одну петлю. Делаю накид на крючок, и я провязываю не сюда, а вот в эту петельку. Сюда провязываю первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик у меня рельефный. Вот так вот я провязала. То есть я одну петельку убрала. Теперь я прибавляю петлю и провязываю, начиная от петли за рельефным столбиком. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 рельефный. еще одну прибавила. Вот так как у нас 10, и у нас не по порядку мы можем убавлять, нам нужно всего 4 петельки убавить. Я буду вот сейчас еще один раппорт провяжу с прибавкой, а вот здесь, в этом раппорте, я сделаю убавку одной петли. Вот я добавила в этом раппорте еще одну петлю. И в этом следующем раппорте я делаю убавку. То есть я за рельефным столбиком не провязываю столбик, а вяжу сразу вот в эту петельку. Вот здесь я убавила одну петлю. Далее я провяжу 2 раппорта с прибавками, одну с убавкой. И равномерно это все распределю, чтобы у меня по конечному ряду получилось 76 петель. Точно так же делайте и вы по своим расчетам. Сколько у вас петель получилось, так вы и делаете. Если вдруг у вас получилось, что не 80 петель вам нужно, а, допустим, 94, вы точно так же делаете расчет. Вы 8 ряд провязываете полностью, а 9 ряд, то есть у нас вот смещается прибавки, в 9 ряду вы прибавите свои 4 петли. Но учитывайте, что мы должны по последнему ряду подвести петли под кратность второго узора, чтобы на него перейти, а кратность второго узора у нас равна 4. Поэтому давайте мы провяжем ряд под кратность 4 и под подведенные свои петли с прибавкой и убавкой необходимых петель по последнему ряду.
И вот я провязала свой последний ряд, я добавила свои 6 петель, и у меня получилось 76 петель, как вот мы с вами рассчитывали. Теперь мы далее будем переходить на вязание основного узора. Я вот таким образом сейчас вам покажу, чтобы изначально было понятно, как мы будем вязать, и далее покажу уже в вязании. Сейчас я вам покажу свои условные обозначения. Вот крестиком у меня это будет обозначен полустолбик с накидом. Вот такой крестик и вверху дуга, это будет полустолбик с накидом за заднюю стенку. Вот такая вот, это у меня рельефный столбик и соединительная петля. Так, мы начинаем вязать первый ряд. Я здесь сделала, вот у нас раппорт, 1, 2, 3, 4. Вот он у нас раппорт, 1, 2, 3, 4 петли. 4 петли. Мы начинаем вязать с первой петли и начинаем вязать с полустолбика с накидом. Вот тут у нас 3 воздушные петельки. В 3 воздушные петли мы вяжем полустолбик с накидом. Провязали. Далее отсюда же мы начинаем провязывать, начинаем вязать в обратном направлении, не подряд, как мы вяжем, а мы будем считать, вот это у нас первый столбик, второй, третий. И мы сразу начинаем вязать рельефный лицевой столбик в третий столбик, протягиваем его. Провязали рельефный лицевой столбик. Далее крючком заводим сзади, провязываем столбик, полустолбик с накидом за заднюю стенку. И после этого провязываем рельефный лицевой столбик в первый столбик. Потом опять мы вяжем полустолбик с накидом. Опять отсюда мы начинаем вязать с третий столбик. Отсюда вот первый, второй, третий столбик. Потом полустолбик с накидом за заднюю стенку и рельефный столбик в первый столбик. Опять полустолбик с накидом, рельефный лицевой столбик в третий столбик с накидом предыдущего ряда, полустолбик с накидом за заднюю стенку и рельефный лицевой столбик в первый столбик предыдущего ряда. Это у нас получается первый ряд. И сейчас мы его с вами провяжем. Мы провязываем одну воздушную петлю, делаем накид на крючок и в эту же петлю провязываем полустолбик с накидом. Протянули петлю и протягиваем, подхватили рабочую нить, протягиваем через все петли. Вот таким образом. Далее смотрим. Вот у нас раппорт 4 петли. Вот в первую мы провязали полустолбик с накидом. У нас осталось 3 столбика предыдущего ряда. Первый, второй, третий. И сейчас рельефный столбик мы начинаем вязать в третий столбик, вот в этот. Делаем накид на крючок, и вот он наш третий столбик. Вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем рельефный лицевой столбик. Провязали. Теперь мы это провязали в третий. Теперь мы будем вязать во второй столбик полустолбик с накидом. Смотрите внимательно, как мы будем его вязать. Мы делаем накид на крючок. И будем мы вот этот столбик провязывать вот в эту петлю, вот сюда, в эту петлю. Только заводить мы будем сзади крючок. Не сюда, не спереди, а сзади. Заводим крючок сзади. И вот она у нас, вот эта петля второго столбика. Вот если вот отсюда мы будем спереди смотреть, вот мы во второй столбик ввели крючок только сзади. Подхватили рабочую нить, протянули и протянули через все петли. Вот он у нас обозначенный. Вот я поставила, что мы сзади заходим в этот столбик, провязываем. Провязали во второй столбик сзади. И вот наш первый столбик остался. Этот первый мы провязываем также рельефный лицевой. Делаем накид на крючок
И спереди подхватываем столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем рельефный столбик с одним накидом. Вот так у нас получилось. Провязали первый, второй, третий. Все, этот раппорт у нас провязан. Вот мы провязали первый раппорт. Второй раппорт у нас также начинается с полустолбика с накидом. Делаем накид на крючок и провязываем следующий. Вот у нас 1, 2, 3, 4 столбика. Это у нас следующий раппорт. Провязываем полустолбик с накидом. Сделали накид на крючок, подхватили рабочую нить и провязываем через все петли. Провязали. Далее вот этот столбик мы провязали вот на этот столбик. Вот теперь у нас 1, 2, 3 столбика. Начинаем с третьего, потом второй, потом первый. Делаем накид на крючок и подхватываем столбик, провязывая рельефный столбик с одним накидом. Провязали. Далее мы провязываем полустолбик с накидом, задний полустолбик с накидом. То есть мы крючок заводим сзади, делаем накид на крючок. И сейчас мы будем провязывать вот этот второй столбик. Вот у нас первый, второй, третий. Вот этот второй столбик, вот в эту петельку нам нужно провязать. Вот сюда, вот в эту петлю. Только ввести крючок сзади. Мы находим, вот он у нас. Вот она, эта петелька. Вот он, этот столбик. Мы ввели крючок, подхватили рабочую нить и протянули через все петельки. Протянули. Мы провязали третий столбик, второй, и теперь вот он первый наш. Первый мы делаем накид на крючок. Накид на крючок и провязываем рельефный лицевой столбик. Провязали. Все, теперь опять мы начинаем, вот мы второй раппорт провязали, третий раппорт мы вяжем точно так же. Вот он у нас начинается. Первый столбик, второй, третий, четвертый. В первый столбик мы вяжем полустолбик с накидом, сделали накид на крючок, в первый столбик провязываем полустолбик с накидом, провязали. Опять первый столбик, второй, третий. И вязать мы начинаем с третьего столбика. Провязываем рельефный лицевой в третий столбик предыдущего ряда. Накид на крючок, подхватываем предыдущий столбик ряда и провязываем рельефный лицевой столбик. Провязали. Теперь провязываем второй столбик. Мы делаем накид на крючок и провязываем полустолбик с накидом, задний полустолбик с накидом. Вводим крючок, находим, вот она петелька второго столбика, вот. Подхватываем рабочую нить и провязываем полустолбик с одним накидом. Провязали. Мы провязали третий, второй, возвращаемся к первому и провязываем рельефный лицевой столбик. Провязали. И теперь у нас опять начинается следующий раппорт. Следующий раппорт мы начинаем с полустолбика с одним накидом. Провязали, и вот у нас опять 1, 2, 3. Начинаем вязать с третьего столбика. Третий столбик, второй вяжем. И первый. Вот так у нас получается. Еще, конечно, не совсем все понятно, но, думаю, видно уже вот эти вот наши перекрещенные рельефные столбики, их уже видно. Поэтому провязываем по кругу до конца ряд именно вот по такой схеме. И вот я подхожу к концу ряда, я провязываю полустолбик с накидом, и у меня остался провязать один раппорт.
И вот как мы должны заканчивать этот наш ряд. Вот у меня осталась первая, вторая, третья петля, 3 столбика. Мы также провязываем, а у нас заканчивается предыдущий ряд рельефным столбиком. И вот в этот рельефный столбик мы также провязываем рельефный столбик. Далее сзади мы заводим и провязываем полустолбик с одним накидом. И это второй столбик провязали, и в первый столбик провязываем также рельефный лицевой столбик. Провязали, и вот мы находим, вот у нас первый, который мы по схеме провязывали, вот этот полустолбик с одним накидом, вот он у нас. И сюда мы в этот полустолбик с накидом вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петлей завершаем ряд. Вот у нас так вот получилось. Теперь мы начнем вязать второй ряд. Мы его точно так же провяжем с полустолбика с накидом, то есть мы сюда соединили соединительную петлю и отсюда опять будем провязывать полустолбик с накидом. И второй ряд мы будем вязать таким вот образом. Мы провяжем рельефный лицевой столбик в первый столбик. Далее провяжем полустолбик с накидом в полустолбик с накидом предыдущего ряда и рельефный лицевой в рельефный лицевой предыдущего ряда. Следующий раппорт мы начинаем точно так же. С полустолбика с накидом провяжем рельефный лицевой столбик в рельефный лицевой столбик предыдущего ряда, полустолбик с накидом, рельефный лицевой в рельефный лицевой предыдущего ряда, вот в этот столбик, и повторяем. Это у нас второй ряд. Я провязываю одну воздушную петлю, делаю накид на крючок и сюда же провязываю полустолбик с одним накидом. И вот теперь давайте смотреть. Первый столбик, вот он у нас. Вот он. Сюда мы должны провязать первый рельефный лицевой столбик. Делаем накид на крючок, подхватываем этот столбик. Вот он у нас первый. И провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. У нас вот, видите, пошла диагональ сюда. Далее накид на крючок, и вот он, мы провязывали полустолбик с накидом, который мы сзади провязывали, задний. Сюда провязываем также полустолбик с одним накидом. Далее накид на крючок, у нас пошла вот эта диагональ, вот он третий, у нас был первый, второй, третий. Мы его также подхватываем, вот он у нас, подхватываем, накид на крючок сделали, подхватили рабочую нить и провязываем рельефный столбик. И вот они у нас наши диагонали. Провязали. Далее мы провязываем, где у нас был полустолбик с накидом предыдущего ряда, сюда же провязываем полустолбик с накидом. Провязываем полустолбик с накидом. Опять накид на крючок. Вот он наш первый столбик. Мы его подхватываем, вот он. Рабочую нить протягиваем и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Накид на крючок. Мы провязывали здесь задний полустолбик с накидом, в него провязываем полустолбик с накидом. Это третий наш столбик. Накид на крючок, подхватываем этот столбик вот так вот, рабочую нить и провязываем. Вот так у нас получается такие вот диагонали.
Вот таким образом у нас получается второй ряд, и мы его провязываем до конца. И я провязываю последний раппорт, подхожу к началу ряда и провязываю последние столбики. И вот нахожу вот этот наш первый полустолбик с накидом, и в этот полустолбик с накидом ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и провязываю соединительную петлю. Все, мы закончили вязать второй ряд. И теперь мы будем переходить к третьему ряду. Всего у нас в этой шапке 3 раппортных ряда, которые повторяются один за другим. И третий ряд мы будем начинать переводить шаг. Вот смотрите, мы будем начинать вязание не с начала ряда, а с середины раппорта. То есть вот у нас раппорт получается 4 петельки. Вот он у нас раппорт. И мы будем начинать с середины раппорта, с полустолбика с накидом. Поэтому сейчас вот в этот столбик мы провязали соединительную петлю. Теперь отсюда мы должны соединительными петельками подойти к середине. Мы подойдем к середине раппорта, и вот в этот полустолбик с накидом мы провяжем полустолбик с накидом. Далее мы будем менять раппортность. То есть у нас ряд будет начинаться не тут, а здесь. Сюда мы прикрепим маркер. Мы будем вводить маркер в работу. И вот на эту петлю мы прикрепим маркер. Далее мы будем вязать здесь практически так же, как мы вязали первый ряд. То есть мы сначала провяжем вот сюда рельефный столбик, протянем. В середину провяжем задний полустолбик с накидом. И сюда провяжем также рельефный лицевой столбик. То есть смотрите, у нас до этого вот она раппортность была вот такая. 4 мы провязали. Но так как мы сюда подведем соединительными петельками, сделаем здесь начало ряда, то соответственно дальше у нас вязание будет вот так наискосок смещаться. Но я хочу вам показать в шапочке. Вот смотрите, в шапочке у нас не видно никакого перехода. То есть вот этого перехода его заметно вообще не будет. И давайте теперь приступим к вязанию. Вот мы соединили соединительной петелькой. Сейчас еще раз покажу. Вот я провязала последний раппорт и соединила соединительной петелькой в первый полустолбик с накидом. Теперь вот мы смотрим. Вот у нас наш раппорт. И нам нужно подойти вот к серединке. Вот сюда нам нужно подойти. Поэтому мы теперь берем и в каждую петельку ввели крючок, протянули рабочую ниточку. В следующую петельку ввели крючок, подхватили рабочую нить и протянули. Вот таким образом мы подошли, подвели сюда, и здесь будем провязывать начало ряда. Мы провязываем воздушную петлю, накид на крючок и сюда провязываем полустолбик с накидом. Вот наше начало ряда. Сюда прикрепляем маркер. Теперь смотрим внимательно. Вот у нас следующий раппорт. Вот у нас первый раппорт и второй. И как я писала по схеме, первый лицевой рельефный столбик мы должны провязать вот сюда, вот под этот рельефный столбик. Мы провязываем первый рельефный столбик вот сюда. Потом вот серединка, вот она у нас, здесь мы вязали полустолбик с одним накидом. Мы провяжем сюда полустолбик с накидом задний. И под вот этот вот рельефный лицевой столбик мы провяжем свой третий столбик. Делаю накид на крючок, нахожу вот этот рельефный столбик и провязываю.
Провязала, накид на крючок, задний полустолбик с накидом. Нахожу вот, куда я вам показывала, сюда провязываю полустолбик с накидом. Задний полустолбик с накидом. Провязали, накид на крючок, и вот наш от первого раппорта рельефный столбик. Сюда ввожу крючок и провязываю рельефный столбик с одним накидом. Провязали. Провязали, делаем накид на крючок, и вот у нас предыдущий ряд, и вот сюда в серединку, как по схеме, в серединку мы провязываем полустолбик с накидом. В серединку провязываем полустолбик с накидом. А я вам порекомендую, когда вы начинаете вязать ряды, записывайте на листочек первое время. Первый ряд, вот вы начинаете вязать, и вы записываете: вяжу первый ряд, вяжу второй, вяжу третий, первый, второй, третий. Потому что они, когда вы дальше будете вязать высоту шапочки, вот так вот на глаз определить, какой ряд вы вяжете, вы сразу будет несколько сложно. Потом в процессе вязания вы уже поймете, какой ряд у вас где провязан. А пока вот лучше записывать, какой ряд вы провязываете. Провязали. Дальше опять накид на крючок. Вот он у нас, рельефный лицевой столбик. Видно, да? Вот они, наши диагонали. Сначала мы провязываем вот сюда. Вот сюда мы провязываем первый рельефный лицевой. Потом вот сюда, вот эту петлю мы будем подхватывать сюда. Задний полустолбик с накидом провяжем. И далее под этот рельефный столбик также провяжем рельефный лицевой столбик. Делаем накид на крючок, подхватываем столбик и провязываем рельефный лицевой. Накид на крючок, сзади подхватываем петлю и провязываем задний полустолбик с одним накидом. Накид на крючок, вот наш треугольничек, вот этот столбик мы подхватываем, вот этот, и провязываем рельефный лицевой столбик. Провязали, накид на крючок, и вот он, видите, у нас раппорт. Вот этот мы, самый первый столбик мы вязали, вот этот подхватываем. Сюда провязываем мы полустолбик с одним накидом. Провязали. И далее вяжем точно так же. Вот видите наш треугольничек. Вот сейчас, который мы вяжем. Провязали вот в этот треугольник полустолбик с накидом. Подхватываем рельефный лицевой столбик и провязываем. Накид на крючок, задний полустолбик с одним накидом. Провязали и подхватываем вот этот. Вот этот. Вот так у нас получается. Вот видите, как уже формируются у нас наши треугольнички. Поэтому провязываем этот ряд до конца, как я вам показала. И будем подходить к концу ряда. Я покажу, как тут мы будем вязать. И вот я начинаю провязывать последний раппорт. Вот у меня маркер. И вот, как вы видите, вот у меня треугольник первый. И вот сейчас, который я начала провязывать. Я делаю накид на крючок. И первый рельефный столбик мы должны провязывать вот этот рельефный столбик. Далее мы сюда провяжем задний полустолбик с накидом. И второй рельефный столбик мы провяжем вот в этот рельефный столбик. Мы делаем накид на крючок, подхватываем вот этот рельефный столбик, провязываем. Накид на крючок, задний полустолбик с накидом.
накид на крючок, и вот он наш рельефный столбик. Его провязываем. Провязали последний рельефный лицевой столбик, и маркер мы прикрепляли вот сюда на полустолбик с накидом. Сюда мы вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой протягиваем. Маркер можем оставить. Здесь у нас начало ряда, то есть у нас начало ряда будет меняться, вот так передвигаться через каждые 2 ряда. Теперь мы начинаем вязать опять следующий раппортный ряд. И смотрите, как мы будем его вязать. Следующий 4-й ряд мы вяжем точно так же, как первый, то есть у нас равен первому ряду. Вот он наш первый, второй, третий раппортный ряд мы провязали. И следующий 4-й ряд мы начинаем вот отсюда вязать, вот он у нас здесь начало. Мы также начинаем его с полустолбика с накидом. И смотрим, мы провязали полустолбик с накидом, и мы опять его вяжем так же, как первый ряд. То есть мы начинаем вязать, подхватываем этот полустолбик, задний полустолбик с накидом и рельефный столбик. То есть мы сначала провязываем вот этот рельефный столбик, полустолбик с накидом и рельефный столбик. Опять полустолбик с накидом. Начинаем первый рельефный провязывать, полустолбик задний с накидом и сюда вяжем рельефный полустолбик. То есть у нас повторяется полностью первый ряд. Итак, давайте мы его с вами вместе провяжем, потому что тут есть некоторые нюансы. Итак, мы сюда провязали соединительную петельку, провязываем одну воздушную петлю, накид на крючок и сюда же провязываем полустолбик с одним накидом. Вот видите, чем плоха вот такая вот плохо скрученная пряжа, что она очень цепляется. Но объяснить и показать вам на пушистой пряже было бы очень сложно, потому что на ней хуже видно вот эта рельефность, и вам было бы сложнее понять. Итак, смотрим на наш предыдущий ряд. Смотрим вот первый, второй, третий. Мы делаем накид на крючок, и вот он у нас третий, это вот этот рельефный столбик. Сюда мы провязываем рельефный столбик. Провязали. Накид на крючок, провязываем задний полустолбик с накидом. Вот мы находим вот эту петельку, вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем задний полустолбик с накидом. После того, как у нас провязан задний полустолбик с накидом, нам нужно найти рельефный лицевой столбик, который мы вязали в предыдущем ряду. Мы вот так аккуратно его находим. Вот он у нас по диагонали идет. Первое время вам будет несколько сложно его найти, но потом будет легче. И вот мы его нашли. Мы делаем накид на крючок, вводим крючок под первый рельефный столбик с накидом и провязываем рельефный столбик. Провязали и сюда провязываем полустолбик с накидом. Итак, смотрим еще раз. Первым сейчас мы провязываем рельефный столбик вот под этот рельефный столбик ряда. Но мы видим, что здесь у нас вот столбик, вот он пошел вот отсюда, и вот через низ, вот он проходит у нас. Я думаю, видно вам, да? И вот он у нас треугольник. Получается, вот он у нас выходит, этот рельефный столбик нижний, видите? Поэтому первым мы провязываем под этот столбик, вот рельефный. Потом вот сюда мы провязываем полустолбик с одним накидом задний. И третий мы вот подхватываем именно вот этот вот столбик. Вот, первый мы провязываем сюда, задний полустолбик, и третий
мы подхватываем вот этот вот. Делаю накид на крючок, провязываю вот этот полустолбик, рельефный, то есть столбик лицевой. Делаю накид на крючок, сюда провязываю задний полустолбик. И теперь отодвигаю вот так пальчиком, и вот он у нас, вот он, третий рельефный лицевой столбик. Сюда провязываем. Провязали, накид на крючок, сюда провязываем полустолбик с одним накидом. Опять смотрим. Первый столбик мы провязываем вот сюда, второй мы провязываем задний полустолбик с накидом, и вот он у нас сюда вот под этот вот рельефный столбик, вот он проходит под низом вот этого столбика, вот он. Вот видите, под низом он проходит. Вот под этот столбик мы провязываем третий, вяжем первый столбик рельефный лицевой, провязали. Второй у нас мы провязываем полустолбик с одним накидом, задний. И третий, вот мы его находили, вот он. Вот. Вы потом, конечно, уже когда провяжете несколько рядов, вы без труда его будете находить. Но вот первые два ряда, когда у вас будет повторяться вот этот первый ряд, четвертый равный первый, будет несколько сложно его найти. Но вот именно вот на такой пряже, которая не пушистая, вам это будет сделать легче. Сюда в серединку провязываем полустолбик с накидом. Накид на крючок, вот опять смотрим. Вот он у нас первый верхний, и вот под низом идет у нас. Вот он, видите? Вот он. Вот сюда мы провязываем. Вяжем первый лицевой рельефный столбик, накид на крючок, задний полустолбик с одним накидом, накид на крючок, и вот он, третий рельефный лицевой столбик, накид на крючок, и вот сюда полустолбик с накидом. И вот так у нас должно получаться. Поэтому сейчас мы провяжем ряд до конца, и я покажу, как мы далее будем вязать. И вот я подхожу к последнему раппорту, к нашему маркеру, делаю накид на крючок, подхватываю столбик, провязываю рельефный лицевой, накид на крючок, задний полустолбик с накидом, накид на крючок, и вот нахожу вот этот наш столбик. Все провязала. И вот у нас маркер, мы видим здесь начало ряда у нас. Вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой закрываем ряд. Вот как видите, у нас нигде не видно никакого перехода ряда. Вот мы провязали, у нас вот так получается. И следующий, так как у нас четвертый ряд, он у нас вязался как первый, второй ряд мы опять повторяем точно так же, как мы уже вязали второй ряд, и мы знаем, как его вязать. Начинаем мы также с полустолбика с одним накидом, провязываем одну воздушную петлю, накид на крючок, сюда же провязываем полустолбик с одним накидом, и далее мы вяжем в каждую петлю ряда. У нас ряды все повторяются. То есть вот мы провязали, в этот ряд мы вяжем рельефный лицевой, в этот столбик, то есть провязали. Посередке мы вяжем полустолбик с одним накидом, в этот столбик вяжем рельефный лицевой, в серединку вот сюда мы вяжем полустолбик с накидом, сюда опять мы вяжем в этот столбик рельефный лицевой, в середину провязываем полустолбик с одним накидом, сюда мы вяжем рельефный лицевой,
серединку полустолбик с накидом и так повторяем. И вот так у нас получается. Наши рельефные столбики будут в конечном итоге переходить в такие рельефные квадраты. Мы сейчас провязываем второй ряд. Далее, когда мы его закончим, опять мы начинаем вязать третий ряд. Мы также второй ряд мы довяжем соединительной петелькой, соединим в наш первый столбик. И далее мы будем переходить соединительными петельками в середину раппорта. То есть я оставлю в описании ссылочки, пропишу вязание первого ряда, второго, третьего, четвертого ряда. И далее вы будете знать, что далее мы вяжем опять первый, второй, третий. Опять первый, второй, третий. То есть у нас будут ряды повторяться. То есть вся шапка у нас вот вяжется таким вот узором. И сейчас мы ее провязываем необходимой глубины, примеряем на себя. И вяжем столько рядов, сколько нам необходимо. И я напоминаю вам, что когда вы сейчас начнете далее провязывать, записывайте для себя, чтобы не потеряться, какой ряд вы вяжете. Первый, второй, третий, первый, второй, третий. Когда вы провяжете уже определенное количество рядов в высоту, вы уже там начнете далее понимать, какой ряд провязывать. А пока вот давайте дальше вязать шапочку. Я сейчас довяжу свою и покажу, что в итоге у меня как получилось. И вот я провязала высоту, и для меня такая высота достаточно. Сейчас мы измерим, сколько у меня получилось сантиметров. 21,5 сантиметров. И теперь, когда я провязала, мы будем делать ряд обвязки. Смотрите, ряд обвязки можно делать вообще абсолютно любой. Вот, допустим, на мохеровой шапочке у меня вот такая вот обвязка. Это я соединительными петлями прошла весь ряд. Можно делать обвязку рачьим шагом, может кто-то провязать шапочку покороче и связать резинку рельефную также крючком. Это на ваше усмотрение, но я вам сейчас покажу, как я буду обвязывать, я в моем случае. Итак, я завершила ряд, провязала одну воздушную петлю на подъем и в эту же петельку ввожу крючок, протягиваю рабочую нить и протягиваю через петельку. То есть я буду обвязывать соединительными петлями. Важно не затягивать сильно здесь, иначе вам будет этот край давить. Поэтому опять ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петлю. Все делаю очень свободно. Ничего не затягиваем и не перетягиваем. Вот так получается у меня. Сейчас я довяжу до конца и покажу вам уже в готовом варианте. И вот я провязываю последнюю петельку, немножечко оттягиваю нить и обрезаю. Вот у нас вот такой хвостик остался, и чтобы здесь у нас все красивый был переход, мы берем крючок меньшего размера и вводим его вот в раскол вот этой вот самой первой петельки. Подхватываем ниточку и через вот этот раскол протягиваем. Протянули, и с обратной стороны мы все закрепляем крючком меньшего размера.
И вот так вот протягиваем, чтобы у нас этот хвостик был спрятан. Все. И вот такая у нас шапочка получилась. Можно ее дополнить помпоном, что будет тоже очень красиво. Вот такой у нас краешек очень аккуратный получился. И если, допустим, мохеровая шапка в 2 нити, она подойдет на еврозиму, отличный вариант, то шапочка не пушистая, она подойдет на весну, на осень. Тоже отличный вариант, которая смотрится очень интересно. Я надеюсь, вам было со мной приятно вязать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И до новых встреч в новых интересных мастер-классах.